Представители знака зодиака Рак, здравствуйте, мои дорогие. Второй расклад. Это откроется. Давайте узнаем, что же откроется, что прояснится в ноябре месяце. И у нас вся осень, период, когда могут происходить с нами самые разные метаморфозы. Может быть, то, с чем мы думали, разобрались окончательно, к нам возвращается. Или наоборот, может быть, это в отношениях мы уже где-то завершили эти отношения, человек может вернуться. По работе та или иная ситуация, к примеру, даже с документами, нам может быть возвращена на доработку или наоборот, чтобы для вашего блага как раз что-то довести до логического конца. Может появиться как оказия или удобный вариант. Давайте узнаем. В октябре месяце я сделала подобный расклад и очень благодарна вам за ваши комментарии. И даже если не всем, я могу допустить, это интересно, но я ориентируюсь по тому, что вы описывали, многие описывали свою ситуацию и как это проигрывается в вашей жизни. Мне это очень важно знать, потому что я вижу, раз получают отклики, значит, это видео, подобные видео действительно кому-то интересно. Вот посмотрите, у вас переворачивается карта силы. Очень много в ваших силах как и завершить, так и совершить. А если даже что-то встает с ног на голову, то я такое могу допустить даже где-то планетарно, то у вас достаточно сил с этим разобраться. Ваша сильная позиция в том, что вы правильно оцениваете ситуацию и как вам приложить усилия, или с кем совершить важный договор или переговор, так, чтобы и себе не навредить, так, что, может быть, и когда овцы целые и волки сыты, ведь сама по себе дипломатия проходит по этой карте. Энергетика, как у мага, мои дорогие. И хоть карта у нас такая яркая, солнечная, но по энергетике она все же более холодная. Потому что будет, видимо, в ноябрьский период, словно наши эмоции рваться наружу могут. Пусть чаще лев изображен, у нас здесь буквально бык разъяренный, и человек нам показан усмиряет. Это имеется в виду наше эго, когда нам придется где-то себя сдерживать, дабы себе не навредить. Но нет ничего невозможного для вас. Давайте узнаем, с чем может быть связаны вот подобные метаморфозы, изменения, или то, что у вас откроется. Может быть, неожиданность какая-то, как новость, информация, которая будет посылом к действиям. Итак, с чем вы успели проститься или от чего-то отказаться, а оно к вам возвращается. В чем вы успели поставить точку, оказалось многоточие, или вы уже словно закрыли дверь, а продолжение последовало. Какая правда откроется? И что в связи с этим вам нужно знать? Что меняется в вашей жизни? И как это повлияет на вас, мои дорогие? Знаки судьбы. Или совет высших сил, в чем ваша сила, в принципе, в чем ваша, как бы, наиболее продуктивная позиция. И какие возможности для вас открываются в ноябре. Достанем карту «Совет» и откроем первую карту. С чем вы, может быть, успели уже проститься? Карта не говорит о том, что конкретно к вам вернется. Сама по себе тройка жезлов – это карта будущего. И когда мы строим какие-то грандиозные планы. Но все же наш вопрос состоит в том, что с чем мы, тем не менее, как бы считали завершено. Или мы уже от чего-то отказались, а оно может вернуться. Тогда карта нам подводит такой короткий итог, суммирует, что то, что к тебе вдруг вернется, может быть, это связано с конкретным человеком. И здесь разная ситуация. У кого-то это будет касаться личной жизни, когда человек возвращается с новым предложением, или, мои дорогие, с желанием откровенного разговора. Тогда мы его не отталкиваем, потому что это каким-то образом может быть продолжено. Карта в целом и говорит, то, что к тебе вернется, оно, скорее всего, будет означать твое будущее, твой прогресс. Зачем-то нужно вернуться в вашу судьбу, в вашу жизнь конкретному человеку. У кого-то это могут быть вопросы, связанные с работой,
Мы тут все разные, но вот если что-то как появляется заново в вашей жизни, значит, для чего-то это вам потребуется в будущем. Значит, каким-то образом вы можете использовать на благо самому себе или новое развитие, дополнить, может быть, какими-то новыми нюансами, или на базе какого-то прошлого вы совершите или построите уже новый проект. Но, тем не менее, мыслями вы уже в будущем. Давайте мы узнаем, в чем же вы думали, поставили точку, или вы завершили, а как раз будет следовать продолжение. В чем же следует продолжение? Вообще шикарно, карта «Мир». Ваше миролюбие, ваше умение договариваться. Не случайно карта «Сила» перевернулась. И карта «Мир» нам говорит, нет ничего невозможного. Все, что будет означать, знаете, счастливое будущее. Ведь карта «Мир» очень добрая по энергетике карта. И с другой стороны, это все то, что способствует, первое, к примеру, нашей популярности. Поэтому у кого-то ваше личное дело, ваше творчество, ваш бизнес, здесь можно как и построить свою, допустим, популярность. И даже если вы эксперт просто в своей области, заявите себе в интернет. И кто знает, может быть, завтра, сегодня вы ходите в организацию, а завтра вы откроете свое дело. Вот что-то должно служить продолжением. Или вы уже сегодня имеете бизнес, пусть маленький, или личное дело, значит, вы это все можете многократно приумножить, с кем-то договориться, или расширить сферы своего влияния, или сам по себе диапазон вашего дела может быть на другие страны, чтобы, опять же, о вас узнали большее количество людей. Может быть, о том, что вы делаете, производите, или ваши услуги. Сам по себе аркан прогресса и итога одновременно. Поэтому что-то вас точно порадует, мои дорогие, в ноябре. Вы останетесь довольны, и я должна сказать, какие-то очень многие вопросы вы словно закроете уже в ноябре. И это будет дважды для вас уверенный старт в будущее. Вообще здорово. Но я достану еще одну карту. Старший аркан не говорит, в каких сферах жизни наиболее активно это будет проигрываться. Пусть нам карты немножко пояснят, чего это будет касаться. А вот те вопросы, которые стояли на паузе, значит, я не могу тогда сказать, что все однозначно отказались от чего-то. Конечно, нет. Может быть, какая-то тянущаяся история или какое-то дело, которое тоже ни шатка, ни валка, не то тормозится, не то развивается. Вот что-то такое неопределенное, в чем вы давно, возможно, ждали перемен. Как раз эти перемены получат. Или, скорее всего, вы подведете какой-то итог. Возможно, вы получите какую-то важную информацию, сумеете подписать какой-то очень важный документ для вашего будущего. Или для того, чтобы осуществили вы в будущем какой-то проект. Может быть, это будет касаться вашей работы. У кого-то эта работа будет связана, кстати, с перемещениями или с поездками. Может быть, у кого-то и смена жилища, может быть, и переезд куда-то далеко по карте «Мир», возможно, все. И может быть совершенно другая страна. И вы уже одной ногой словно в будущем. Вы видите свои перспективы, создаете планы как раз на будущее. И может быть был какой-то вот этот период ограничений. И девятка нам выпадает. Это тоже число по нумерологии преддверия перемен. Поэтому вот какие-то перемены приходят на ваш порог. И прежняя вот эта ситуация, когда вы словно себя несколько изолировали. Может быть, это были вынуждены делать. Может быть, словно хотелось отгородиться от людей, которые вас подводили прежде. Кстати, вы тут сделать можете очень правильные выводы по части партнерских отношений. Но все равно вот в будущее вы смотрите с большим оптимизмом, значит, будут какие-то варианты, правда? Посмотрите, десятка мечей мы закрываем в прошлую дверь. Очень логично выпали у вас карты с прошлым, подвести баланс и демаркационная линия, и вот вы уже в будущем, и при этом вот какие-то эти итоги или итоговые значения ноября будут как врата в будущее. Мне нечего добавить, больше карт не достаю. Давайте пойдем дальше, и мы с вами узнаем, какая же тайна откроется любви. Вот хочется так сказать, потому что, конечно, не только про любовь нам говорит туз чаш. Это карта радости, вдохновения, хорошего настроения, признаний в любви.
ну и самих партнерских отношений, когда вы словно единое целое, нечего добавить. Но это ведь, знаете, иногда туз чаш говорит о наполненности нашей. Вот об этом чувстве самодостаточности, когда мы какой-то очень важный вопрос или какую-то тему решили, закрыли, и тогда мы тоже остаемся более чем довольны. Давайте посмотрим, что с этим нужно для вас знать. Быть реалистом, с одной стороны. Может быть, карта нам говорит какую-то вашу личную историю, не затягивая сверх меры. Может быть, откликайся на какие-то предложения или рассмотри, но при этом, безусловно, будь реалистом. Поэтому отказаться от чего-то никак нельзя. Может быть, по части личной жизни вы и правда узнаете какую-то тайну, помимо признаний, или какой-то секрет, может быть, вам доверит ваш партнер, такое тоже может быть. Тайна может открыться по части все же кубки, это могут быть, ну, родственники или родственники вашего партнера. Но если эта карта наполненности счастья, то семерка чаш – это карта, с одной стороны, как я сказала, вдохновение или желание что-то совершить удивительное, но и одновременно это еще иллюзии. Это еще и карта выбора, когда у нас могут так несколько глаза разбежаться. Видимо, быть реалистом, максимально правильный выбор вам, может быть, придется делать в зависимости от той информации, новости или возможностей, которые у вас открываются. Мне хочется прояснить, что за ситуация может создаться. Пусть нам карты расскажут. В связи с чем? Что это? Вы знаете, тут создать семью. Вот буквально. Заработать денег. Десятка, опять же десятка. Все по максимуму. Пентаклей. И это наш добрый, теплый, уютный дом. Это наш добрый и надежный союз, отношения в личной жизни особенно. Туз чаш. И для тех, кто один или одна, тогда карта нам будет говорить, какая правда откроется. Может быть, прежняя какая-то была история. Мы же все-таки смотрим название, заглавие нашего видео, что это откроется или что прояснится. Какая-то прежняя ситуация. Может быть, было и расставание, мои дорогие, грустное или такое тяжелое, разочаровывающее. Может быть, это было несколько месяцев назад, у кого-то и годы. И может вернуться партнер. И вы понимаете, что, может быть, прежде вы как раз не сумели договориться из-за пустяка, а вообще вы созданы друг для друга. Ведь и такая история. И тогда вы, знаете, как с новым вдохновением, с новыми возможностями и как-то более мудро можете создать семью. И не просто быть как друзьями, может быть, вы сохраняли какой-то период такие добрые дружеские отношения, но здесь, скорее всего, общий дом, все же по десятке пентаклей, когда люди приходят вовремя друг другу на помощь, когда могут вернуться домой и вместе рассказывать друг другу то пережитое за день, делиться чем-то и поддерживать, опять же, друг друга. Безусловно, это еще и вопросы денег. У кого-то, опять же, переезд, купля-продажа недвижимости. Это все проходит по этой карте. Или, если мы говорим про работу, то та работа, которая радует и приносит деньги. Вот конкретно так. Какой-то такой приятный, мои дорогие, период. Я не тяну больше карт. Давайте пойдем дальше. Узнаем, что же будет меняться и как это влияет на вас. Ну, правда, смотрите, больше будущее. Видимо, в ноябрьский период. Или то, что вам удастся сделать, совершить. И я должна сказать, у вас может быть очень удачен ноябрь, как и в плане работы, заработков, так и в плане личной жизни, договоренностей, замечательной энергии. И по тузу пентаклей, правда, иногда проходит как сообщение, информация, важная новость. Должна сказать, иногда эта новость нас ставит в тупик. Но, пройдя какой-то период времени, мы понимаем, зачем это было нужно. Но сама по себе в этой колоде очень добрая карта, как начало чего-то нового. Очень символично, что тройка жезлов у нас как раз вверху расположена. По тузу пентаклей вам могут что-то предложить. Понятно, тоже не всем, но если, предположим, эти вопросы касаются работы, может быть, вы и сами находите какой-то вариант,
Но если что вернется, мы спросили, или откроется какая-то правда с новыми возможностями, или через информацию, как новое предложение даже от людей, партнеров, которых вы прежде знали. Другой разговор, будете ли вы это принимать. Но что-то перспективное чаще выпадает по тузу Пентаклей, потому что это как зернышко, из которого потом мы сможем сплести вот этот прекрасный венок. Поэтому будьте внимательны. Нам венок изображен в виде хлеба вот такого красивого каравая, как бы. То, кто знает, это само по себе благополучие, это могут быть какие-то очень удачные решения по части и все же личной жизни. Но у кого-то, мои дорогие, это новая тема или новые способы заработка, может быть посредством конкретно интернет, когда вы начнете изучать какие-то новые, ну, как методы работы, или IT-сфера, или, опять же, интернет. Может быть, у кого-то и это будет связано с искусственным интеллектом, но тут вот может проиграться самые разные, могут точнее проиграться самые разные направления, возможности у кого-то банально могут вернуться деньги, мои дорогие, и такое, как перемены в связи с деньгами. Но это, знаете, как удачное вложение. Хотя я не могу сказать, что ноябрь для вложений, если мы судим планетарно, будет месяцем хорошим. По всем тем транзитам, которые у нас происходят, я бы не сказала, что стоит вкладываться во что-то. Лучше подождать. Более того, если и вложиться, то буквально вот как один пентакль. И если он сработает, и тогда и один пентакль, ну, если мы говорим об инвестициях, может дать хороший рост. А если мы как-то там, не время для риска, в принципе, время продуманных действий, но, может быть, и каких-то новых начинаний, но тогда без грандиозных вложений. Давайте узнаем, как это влияет вот на вас. Следующая карта. Информация, новость, предложение, пусть это ваш собственный инсайт или услышанное что-то, которое вы додумываете, и вам это способствует, как День сурка заканчивается. Вот конкретная карта, которая нам описывает ситуацию, когда ничто не происходит. И для кого-то, как это меняет вас. Вы можете, конечно, и продолжать. День сурка. Карта говорит о том, что ничего не меняется. С другой стороны, есть какая-то пауза. Но от вас зависит, хватит ли у вас решимости что-то изменить. Или вы захотите обратно вернуться в то место, где... С одной стороны, привычно, комфортно. Ну да, ничего не меняется, но зато и нет какого-то риска. Поэтому здесь двояко. Давайте немножко раскроем. Может, для кого-то из вас это означает просто, насколько хватит мужества принять какое-то предложение. Или принять быстрые усилия по тому или иному вопросу для решения. Что это будет? И еще одна четверка выпадает. Может, конечно, эта карта означать, как мы сказали, одно первое, вот как зернышко, из которого мы получим уже какой-то итог или результат. Может быть, для кого-то проигрывается, как я должен уделить внимание обучению. И прежде чем я уже окрепну в знаниях своих новых и приступлю к какой-то работе или дополню этими знаниями прежнюю сферу деятельности, должно пройти время. Словно обкатать что-то нужно, мало что узнать. И какая-то пауза недолгая, она нужна. Иногда вот мы по четверке мечей, пусть не в этой колоде, но мы приводим мысли в порядок. Но все-таки следует следующая карта именно в этой колоде. И она, если это день сурка, бесконечный дождь. Если мы не приложим усилия, то пейзаж не изменится. Что-то вы будете как выбирать, мои дорогие, буду я действовать или нет. А на кону может быть очень важное. Смотрите, чего-то не упустите. Может быть, сложно определиться, потому что, знаете, если бы нас что-то толкало в спину или словно побуждало где-то, то нам проще будет сделать было вывод какой-то или выбор этот. А тут именно себя на что-то организовать нужно.
или допустить, что завтра что-то меняется, ведь обе карты не говорят о бездействии. И если мы спросили, что же возвращается или что открывается, будущее, перспективы для вас открываются, именно потому что вы что-то завершаете очень правильно. И в последующем нужно это продолжать. Как будто следующее зерно ваших новых планов, планов на успех, ваших свершений. А мы можем сдать назад и сказать: нет, я подожду. У кого-то это может касаться личной жизни, мои дорогие. Может быть, прежде было вам, допустим, да, если человек вернулся с новым предложением, а вы вспомните что-то былое, потому что по семерке мечей сложная ситуация. Ситуация предательства. Или когда не просто нас не поняли, а для нас была какая-то очень некрасивая обстановка, когда либо не приняли вашу сторону, или где-то не заступились, может быть, за вас, или когда вы буквально, мои дорогие, что-то прошляпили, недоучли, а другой человек воспользовался этим моментом. В самой разной сфере жизни это может проиграться. Обратите внимание на карту. Это, по сути, это иллюзии. Нам показана девушка, которая положила на плечо своему партнеру голову, и она закрыла глаза, она ничего не видит. А партнер уже забыл думать там про девушку и что там у него на плече, чья голова лежит. Он увидел красотку соблазнительную, страсть, интерес. А вдруг это что-то более лучшее? А вдруг это то, что меня захватит так, что я буду всемирно счастлив? То есть был какой-то страсть, соблазн был, или какая-то история такая, ну, достаточно скользкая. И мы ведь можем оказаться в любой из ролей вот этих трех персонажей. Иногда все же эта карта может говорить о ситуации, когда третий лишний. И, может быть, если было что-то подобное, то я могу допустить, кому-то сложно решиться вновь довериться, потому что уже единожды обманувший может обмануть снова. Чего это может касаться? Вообще, это ваша карта. Кто знает, может быть, это где-то и ваша ситуация, мои дорогие, которая была в прошлом. И она была в далеком прошлом. А теперь уже и время прошло, может быть, и годы прошли. А вы все равно не верите. И, обжегшись на молоке, дуете на воду. Вот есть такая поговорка. Может быть, это просто нам карта свидетельствует, что история была в личной жизни просто. Может быть, и связанная с вашим партнером. По королю чаш проходит также, вы знаете, что как и ваш знак зодиака, так у нас еще и скорпионы, рыбы, может быть, с конкретным человеком. Но есть или может быть ситуация какая-то очень некрасивая с родственниками, когда вас использовали, какой-то вот свой интерес видели, и два пишем, три в уме держали, и у вас вы кому-то доверились, а потом себя тем самым доверием поставили на какой-то стопор. И прежде чем вы оправились от потрясения, тоже должно было пройти время. Но есть какая-то определенная ситуация, которая вас именно эмоционально тормозит. Хорошо, давайте мы еще спросим. И все же есть побудительный мотив, вы получаете какую-то новость, информацию. Что-то будет у вас, и вы набираете темп. Восьмерка жезлов – это карта скорости. Поэтому как вы воспримете вот этот туз пентаклей, скорее всего, для большинства из вас, будет и означать новость, информацию, как побудительный мотив к действию, мои дорогие. Но просто кто-то будет: ничего я не делаю, не хочу менять, или я боюсь, или я не доверяю, но мотивы самые разные. А тем не менее действовать как будто нужно. Восьмерка жезлов как раз отчасти карта трансформации, которая наступает от наших действий. И нам буквально орел приносит в лапах свиток. И это есть какая-то новость, после которой должны последовать, ну, как наш период активности, или что-то вы не сможете отложить на потом. Иначе вы можете упустить время, мои дорогие. Поэтому, правда, может быть и какая-то двоякая ситуация. Или именно с тем человеком, которому вы теперь не доверяете. Но тогда в каком-то контексте вы все равно можете для себя сделать что-то хорошо. Кто знает. Нам вот выпадают по четверке мечей.
да, сурок, норка. И у кого-то как олицетворение, такое аллегория, вопросы, связанные, к примеру, с недвижимостью, или где-то вопросы наследства, потому что у нас есть король чаш. Хорошо, давайте пойдем дальше. У каждого по-своему, но время не упустить, мои дорогие. Все же для некоторых из вас есть смысл это знать. Итак, знаки судьбы. Карта жадины, который, ну, не готов делиться или не готов ничего менять. И тогда, посмотрите, угрюмый человек нам показан. И вроде как он обхватил этот мешок с драгоценностями, но держал какое-то время, а потом понял, что его это не вдохновляет. Жизнь не добавляет красок. Или у нас уже осень, как будто все увядает. А он так и остался один на один. И сам он недостаточно одет хорошо. Явно вот эти накопления, они у него получились, потому что он себе во многом отказывал. И жизнь его сделала таким угрюмым, и вроде сокровища есть, но они его не радуют. И в итоге нам художник нарисовал, продемонстрировал, что ослабевает тяга удерживать этот мешок, и уже все эти монеты и драгоценности выпадают, потому что приходит понимание, что, наверное, это не самое важное. Знаки судьбы. Есть цены, есть ценности. И в знаках судьбы, в каких-то действиях, информации примите во внимание. Не перепутайте местами. То, что есть ценность, это то, что не подлежит какому-то материальному анализу или подсчету. Но и то, что касается цены, мы не должны поставить во главу угла. Вот такая подсказка. Какие же перспективы перед вами открываются? Вообще это краски жизни, я всегда говорю. Королева жезлов – это та, которая прошла очень сложный период. Это сильная позиция, потому что жизнь, мои дорогие, научила. Научила молчать, научила работать с информацией, научила правильно распоряжаться деньгами. Правильно распоряжаться деньгами, чтобы деньги работали, чтобы ярче жизнь была. Ведь это только средство для качества жизни. Средство для того, чтобы, может быть, свой рабочий процесс организовать, если личное дело, но не деньги ради денег. По королеве жезлов это очень притягательная персона, может быть. Может быть и правда, иногда это люди, которые родились под знаком зодиака, стихии огня, Овен, Лев, Стрелец. И у вас есть такой человек, с которым хочется, безусловно, быть. И какая-то история, которая тянется безмерно, может быть и так. Может быть, это и ваш партнер. Но давайте мы немножко проясним. Но знаки судьбы, цена и ценности. Можно сказать так, какие возможности открываются. Ведь это по королеве жезлов сами по себе возможности. Она как раз их видит и в малом, и в большом. Может быть, для вас, ух ты, у вас выпадает, прям выпрыгнул аркан башня. Вам, правда, нужно успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Это про время нам карта напоминает. Время пошло. Может быть, будьте внимательны еще к информации, будьте внимательны к обстановке, в которой вы находитесь, мои дорогие. Здесь нельзя проблагодушествовать. И то, что нам казалось незыблемым и вечным, вами может быть пересмотрено опять же как цены и ценности. Не перепутать. Может быть, своего рода экзамен жизни, он и будет состоять в том, что для вас нужно с этим будущим разобраться, что же я поставлю в приоритете. С какой ситуацией? Вот эта четверка пентаклей. Хотя это карта якоря, когда у вас все надежно. Самое время смотреть в будущее. Но тут многое будет зависеть от вас. Что же нам еще подскажут карты? Ёлки-палки, извините, четверка. Опять этот вот бесконечный дождь, и мы ничего не делаем. Но, видимо, для вас, для кого-то из вас, мы все разные. Будет такая, как пауза. Я подожду. Или я жду, когда мне что-то вокруг меня будет меняться. Мы ничего не дождемся. От вашей активности все зависит.
Ну как так может быть? Карты живут своей жизнью. Подскажите нам что-нибудь. Конкретно вы должны как будто для самого себя определить очень важное направление. Первое – вопросы дома или недвижимости. Или в доме вашем какие-то вопросы закрыть, решить. Но чаще это именно дом. Вплоть до ремонта может проиграться. Ваши стены, вот именно, ваше благополучие в плане комфорта, куда вы приходите отдыхать. И второй вопрос согласования – это деньги. Могут быть, конечно, и домочадцы, может быть, с кем-то важный разговор провести, чего это может касаться. Вы знаете, вам как будто нужно буквально взять руководство над своей жизнью в свои руки, причем в деталях. Увидеть и в малом, и в большом. Увидеть, как и обстановку вокруг вас, и ее придется учитывать, так и буквально какие-то ваши планируемые действия по части работы, по части бизнеса. Возможно, вам придется согласовывать в высоких инстанциях, обращаться к чиновникам, может быть, и к представителям власти. По карте император проходят те люди, которые готовы где-то брать на себя ответственность, но это те люди, которые, ну, несколько могут быть и эгоистами. Иногда это может быть человек, вот такой властный, который в вашем доме, который где-то настаивает на своем. С позиции есть два мнения, мое и неправильное. И тогда с таким императором вам придется договариваться, что это может быть. Значит, если какая-то сложная ситуация, которая не имеет движения, а вот как словно вытоптанный сад, тогда принимайте. Очень важный какой-то вывод делайте, насколько вы готовы еще быть в каких-то рамках. Потому что есть прогресс, а что есть уже саморазрушение. Посмотрите, какие выпали карты. С чем надо разобраться? Какая-то застарелая ситуация, которая словно замерла. Это как вы, как зона ограничений. Может быть, у кого-то это и было по здоровью, когда вы как реабилитацию проходили. Иногда это проходит. Мы находимся, в определенной местности, восстанавливаем здоровье. Или для кого-то из вас это сложный предыдущий период, когда мы заново адаптируемся. Тогда мы откликаемся только в двух случаях. Либо нам что-то угрожает, либо, буквально, чтобы чего-то не упустить. Это такой вот забор невидимый, что это может быть еще. Выбор, опять же, мы должны сделать. И где-то не бояться того, что даже с императором нам нужно будет поговорить. Или с каким-то сложным человеком. Не уйти на вторые роли, а какой-то сложный разговор не отменить. Вот я вижу так. Есть какая-то очень насущная для вас тема. И пока вы откровенно не проговорите, а вы можете бояться отчасти. Отчасти потому, что не хотите инициировать конфликт, зная характер человека, вот, к примеру, так. Или что вы можете встретить какую-то как противостояние, и вам придется защищать себя. И лучше нет, я подожду, а вдруг как-то само разберется. Не разберется. Вытоптанный сад и бесконечный дождь, и дальше башня. И после как будто мы не останемся тоже довольны. Вот есть какой-то пункт в вашей жизни, который вы однозначно должны решить. Или как будто ждать нечего. А дальше, может, кто знает, как и по Плутону, все равно могут какие-то наступить перемены. И хотим мы того или нет, а выбор как будто делать вам придется. Давайте карту совет. Но если мы про конфликт, то да, может быть, этот конфликт стоит, даже если важный какой-то разговор должен состояться, всегда пятерка мечей говорит, что мы можем отстаивать свои позиции, если мы заняли какую-то, для нас это как важный принцип жизни, который мы не готовы менять. И карта же тоже не рекомендует уйти в такую глухую конфронтацию или расширить дистанцию конфликта. Может быть, есть человек, с кем нужно не конфликтовать, а совершить как раз откровенный разговор. И не с позиции, что вы кому-то что-то доказываете, а вы настроены именно на диалог. Когда у вас выпала карта императора, это всегда монолог. Император не слышит
оппонента, потому что мы уже сказали, два мнения мое и неправильное. И вы можете оказаться в энергиях императора, когда хочется настоять на своем. Или я так думаю, и это мое единственное правильное мнение. Или я всегда так жил-жила, значит и так дальше тоже будет правильно. А нет, какие-то перемены, как будто все равно они на пороге. Может быть, и какой-то разговор, мои дорогие, вам придется совершить, который бы не очень хотелось. И тем не менее в спокойной тональности какой-то диалог прояснить все же стоит. Но если вопросы касались, когда вас люди много раз подводили, или вы кому-то не доверяете, тогда тоже делайте свой выбор. Уйдите от двойственной ситуации, как и та, которая вас разрушает, так и от каких-то иллюзий, большей реальности. Давайте я открою, какой еще совет. Это удивительно. Значит, я могу, мои дорогие представители знака зодиака Рак, кто-то быть просто в ожидании, что какая-то история решится сама по себе. И мы тонем в этих эмоциях, мы тонем в этой ностальгии. Но вокруг ничего не происходит. А как чтобы происходило? А карта нам говорит, буквально спасай себя. Именно в этой колоде нам люди нарисованы, которые добро свое спасают вокруг наводнения. И есть те дела, которые ты именно в ноябре должен закрыть, решить. И не переключаться на что-то другое, пока ты какую-то ясность в свою жизнь не внесешь. Что это может быть еще? А тогда будет солнце. Выбирайте, мои дорогие, что для вас? Бесконечный дождь. Или когда вы примете на себя какую-то, возьмете как ответственность, начнете действовать, буквально себя, может быть, спасать. Для кого-то напрямую. Меня смотрят люди из разных стран. Нечего ждать с моря погоды. Нужно правильно оценить, что вокруг происходит. Нечего ждать, кстати, когда кто-то придет, тот из разряда, кого мы не дождемся. Будьте реалистами в этот ноябрь месяц, потому что на кону ваше счастье, ваше солнце не случайно, ваше будущее и карта «Мир» выпали в самом начале. Вы на выборе. А что выберете вы? Притом при всем, что деньги есть, но есть и какая-то безмерная апатия. У кого-то это может, кстати, карта проиграться. Ваша большая усталость. Может быть, от того, что много было работы. Тогда, мои дорогие, надо привести мысли в порядок, и тело, может быть, тоже отдохнуть. И правильно как-то оценить, что как и сегодняшний момент, так и ваши планы на будущее, или, может быть, опять же, обстановку вокруг. Уставшие люди делают ошибки, а вы как будто на ошибку права не имеете в ноябре. На кону, потому что ваше благополучие и какой-то период активности на последующие 6 месяцев. И я должна сказать, по гороскопам ведь так оно и есть. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.